Всем привет! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я ведический астролог. Тема сегодняшнего видео немного нестандартная. Тема видео «Как узнать свой восходящий знак». Идея записи этого видео возникла потому, что есть очень много недопонимания о том, что же такое знак зодиака по астрологии. Мы все привыкли себя ассоциировать с каким-то знаком зодиака по месяцу, в котором мы родились. Я телец, потому что я родился в мае, я весы, потому что я родился в октябре и так далее. Но на самом деле, если мы будем брать в расчет профессиональную астрологию, которая более глубоко раскрывает человека, и мы тогда не будем отталкиваться от этого знака, потому что на самом деле этот знак — это всего лишь положение Солнца в момент рождения человека. Исходя из такой теории, что я телец, потому что я родился в мае, все люди, которые родились в мае, будут одинаковыми. Но на самом деле это не так. И я больше чем уверена, что вы очень часто испытывали разочарование, читая про себя по тому знаку, по которому вы себя ассоциируете, или смотря прогнозы астрологов на тот знак, в котором вы родились по месяцу рождения. Дело в том, что в том месяце рождения, когда вы родились, чаще всего просто находилось в этом знаке Солнце, но это не значит, что вы восходящий телец, потому что вы родились в мае. На самом деле, когда астролог строит ваш гороскоп, он берет у вас дату, точное время рождения и месяц рождения. И дело в том, что за день рождается до 12 знаков зодиака. И астролог не использует в своей терминологии знак зодиака по месяцу рождения. Он всегда ориентируется на ваш уникальный восходящий знак, тот знак зодиака, который восходил на востоке, когда вы рождались. И все прогнозы, как правило, даются именно для восходящих знаков, а не для знака зодиака по месяцу рождения. Вы тоже с легкостью можете узнать свой восходящий знак, свыкнуться с ним, попробовать на вкус, посмотреть, как он работает в вашей жизни. И все прогнозы я рекомендую вам смотреть именно для восходящего знака. Особенно те прогнозы, которые будут выпускаться на этом канале. И для того, чтобы вы смотрели правильные прогнозы по знаку, который вам соответствует, по вашему восходящему знаку, и не испытывали разочарования от того, что для тельцов майских прогноз не совпадает, я приготовила для вас видео о том, как узнать свой восходящий знак. И для того, чтобы это сделать, вы можете воспользоваться абсолютно любым ресурсом в интернете по построению гороскопов в ведическом стиле. Я, например, могу вам порекомендовать такой сайт, который называется vedic.hora. И вот у меня уже здесь подготовлено видео небольшое. На самом деле вы можете зайти из телефона, из компьютера. Эта программа не требует регистрации. Вы на него заходите через браузер, и вы видите такую строку, вот такую вот строку, в которой нужно заполнить данные вашего рождения. Я ввела здесь свое имя и вводила на самом деле данные, как если бы мы строили гороскоп человека, который родился сегодня в полдень. Я ввела дату, время и ввела город. Для примера, город Минск. Обратите внимание, что когда вы вводите город рождения, чаще всего данные уже подтягиваются, и вы можете выбрать тот город, который соответствует, потому что у вас выпадает список, вы находите в этом списке свой город, и когда вы выбираете тот город, который вам нужен, подтягивается автоматом часовой пояс, потому что программа еще обязательно учитывает перевод времени в день рождения человека. И после этого вы нажимаете «Рассчитать» и получаете вот такие странные таблички. И на самом деле для того, чтобы ориентироваться первоначально, вам нужно смотреть на вот эту вот табличку. Вот здесь написано D1, иногда бывает написано Раси или Раши, и это и есть ваш гороскоп в ведическом стиле. Здесь очень много всего интересного. Вы для интереса можете потом почитать вот здесь, что у вас где расположено. Например, вот у нас получился гороскоп на то время, которое мы ввели, восходящего тельца. Почему восходящего тельца? Мы ориентируемся на цифру, которая стоит вот здесь в этом квадратике. У нас здесь стоит цифра 2. И смотрим, здесь еще написано асцендент. Асцендент и восходящий знак — это то же самое. Асцендент у нас получился телец. То есть это гороскоп восходящего тельца, у которого в первом доме планета Марс. Таким образом, мы можем дальше продолжить изучать этот гороскоп, но это как бы не относится к теме сегодняшнего видео. Вы точно так же можете построить свой гороскоп, посмотреть, какая здесь есть цифра,
почитать, если вам непонятно по цифре, что это за знак зодиака, какой у вас асцендент. И это и будет ваш восходящий знак. На этот восходящий знак вам стоит ориентироваться при том, как вы смотрите описание по ведической астрологии своего знака, а также на прогнозы на месяц, которые будут даваться на этом канале. Если вам вдруг окажется эта инструкция непонятной, вы еще можете пройти в ссылке на этом канале, есть ссылка на мой инстаграм-аккаунт, там тоже есть закрепленный пост, в котором указано, как построить свой гороскоп и узнать свой восходящий знак. Там я подробно расписываю, какой цифре какой знак соответствует. И точно так же вы можете построить свой гороскоп и узнать свой восходящий знак. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным, и вы в дальнейшем будете более уверенно ориентироваться в своем гороскопе, и будете знать, какой знак восходящий вам соответствует. А чтобы не пропускать выходы новых видео на канале, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока!